Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас вторая рука для Дианы под синее платьечко, которое она планировала одеть на Маринину свадьбу, и в конце концов она одела розовый комбинезон. Но, тем не менее, даже к розовому комбинезону две синие руки смотрелись просто потрясающе. Итак, мы снимаем старый материал и делаем непосредственно коррекцию нарощенных ногтей. В данном случае коррекция у нас не сильно сложная, длина у нас на ногтей будет минимальная, ногти сильно вниз не опускаются, когда отрастают, поэтому здесь очень сильно напрягаться при коррекции нам не придется. Мы снимаем весь объем необходимого нам материала, убираем объем с апекса, заужаем слегка квадратик для того, чтобы заново переложить арочку, и будем делать коррекцию при помощи акрилатика. Как обычно, пилочкой подготавливаем поверхность, отодвигаем кутикулу, убираем териги, наносим праймер, базовый гель, все как всегда. А теперь, тадам, наша коллекция красивенных акрилатиков. Здесь представлен один темный камуфлирующий гель, при этом он смотрится очень натуральный. Вот натуральный камуфляжик, розовый камуфлирующий гель, прозрачный розовый гель и белый. Все эти полигели замечательно друг с другом работают и очень симпатично смотрятся. На самом деле я решила не ставить себе в линейку чистую прозрачку, потому что по чистой прозрачке очень тяжело ориентироваться в плане опила. То есть, когда у вас материал хотя бы чуточку подкрашен, вам видно, какая толщина материала у вас остается. Этот материал в баночке смотрится очень ярко-красным, но на самом деле, как вы видите, на поверхности ногтевой пластины он смотрится довольно-таки натуральненько. Добавляет слегка небольшую розовинку нашим ноготочкам, а в целом выглядит практически как прозрачка. Но вот благодаря именно этой розовинке нам потом будет видно, какое количество материала у нас на ноготках осталось. И при этом эта розовинка не настолько яркая, чтобы мешать нам смешивать этот материал с каким-либо подкрашивающим компонентом. То есть, если я захочу смешать цветной какой-то акрилатик, я возьму этот прозрачно-розовый и его замешаю. Розовый цвет при этом совершенно мешать не будет. Точно так же он не будет мешать при смешивании акрилатика с блесточками или еще с каким-либо компонентом, который мне захочется. В общем, такой себе заменитель прозрачки 2 в 1. То есть он нам и показывает, сколько же его есть на ногтях, и в то же время разрешает работать полностью как с прозрачным материалом. Единственное, что перекрывать готовый аквариум им не рекомендуется, потому что пойдет все-таки розовый оттенок, но и в принципе перекрывать аквариумы при помощи полигелей я считаю не очень хорошей идеей, потому что они все равно не дадут той кристальной прозрачности, которые дадут обычные средней вязкости материалы. Мы же тем временем восстановили акрилатиком всю архитектуру ноготочка, добавили те места, которые мы специально пилочкой заужали, и именно эти места станут у нас новыми стеночками наших будущих ногтей. И теперь выпиливаем из всего этого конструкцию нашего будущего квадрата.
После того, как собрали полностью верхнюю арочку, подбираем материал изнутри. Тем самым мы поднимаем слегка вниз клюнувшие ноготочки, убираем натуральный ноготь, чтобы он нам никоим образом не мешал, и собираем внутреннюю арочку таким образом, что материал, который мы достраивали на боковые стеночки, как раз таки превращается в эти самые боковые стеночки. Соответственно, все боковые стеночки у нас в данном случае выполнены из нового материала, не хрупкого и нами контролируемого. Ну а теперь дизайн ногтей. В данном случае у нас будет такая себе абстракция. При этом эта рука всеми была признана морской. Поэтому досмотрите до конца и напишите в комментариях, морская ли рука у нас получилась. Как вы видите, на палитре у меня целая куча оттенков синего, сине-зеленого, синего с блесточками, темно-сине-зеленого, в общем, какого угодно синего цвета. И именно этими оттенками я вырисовываю какие-то такие себе непонятные штуки. Вот здесь, девочки, рисуем ровно так, как пойдет наша кисточка. Совершенно не заморачиваемся, абсолютно ни о чем не думаем. Как получилось, так и получилось, на то оно и абстракция. Обожаю рисовать всякого рода абстракции именно вот благодаря этому моменту, что можно абсолютно расслабиться и получать удовольствие. Единственное, что мы помним, что у нас ногти выполнены прозрачно-розовым материалом, соответственно, свободный край отрастающего ногтя у нас будет просвечиваться, потому что материал у нас прозрачный. Соответственно, нам нужно расположить наш абстрактный дизайн таким образом, чтобы перекрыть имеющуюся часть свободного края и плюс продумать таким образом, чтобы при отрастании ничего лишнего у нас там не просвечивалось. Вот это единственное, о чем нам стоит в данном дизайне побеспокоиться. Но как вариант можно было всю поверхность ноготочка покрыть вот такими разводами цвета, это смотрелось бы тоже довольно интересно. Мы же решили оставить такое себе негативное пространство для того, чтобы подчеркнуть объемность нашего дизайна. Опять же, благодаря тому, что у нас прозрачно-розовый материал внизу, у нас можно заглянуть под нашу прорисовочку. То есть прям видно через этот прозрачно-розовый материал, что наша прорисовка находится сверху. Надеюсь, я понятно объяснила этот момент. Вы же попробуйте сделать такой дизайн и посмотрите на него вживую. Вживую это выглядит просто потрясающе.
Итак, мы нарисовали все зоны, которые считали здесь необходимыми. И теперь белой красочкой добавляем тоненькой прорисовки. Мы не будем обводить каждую заложенную здесь зону, потому что мы не будем делать из дизайна разукрашку. Нам необходимо подчеркнуть какие-то моменты, где-то добавить более ярких контрастных акцентов. И плюс к этому расставляем вот такие вот белые круглые точки. Где-то крупнее, где-то помельче. И именно эти белые круглые точки и делают нам ощущение морского дизайна, такое впечатление, как будто это пузыри воздуха в воде. Теперь нам осталось перекрыть наш дизайн финишным покрытием, и, собственно говоря, все готово. Дизайн занимает минимум времени, но при этом приносит максимум удовольствия при его создании. Итак, вот такая вот рука у нас получилась. Вторую руку зимнюю вы на канале либо уже видели, либо увидите. Здесь я немножечко запуталась, потому что очень много материала готовлю для вас заранее. А на сегодня у меня все. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!